Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на март 2026 года. Заканчивается коридор затмения, полнолуние в Деве. Весь месяц у нас ретроградный Меркурий, ваш единственный управитель, разворот Юпитера, новолуние в Рыбах и весеннее равноденствие или астрономический Новый год. Как это все сложится в наших жизнях, смотрите в этом гороскопе. И да, друзья, традиционно это гороскоп по декадам. Конечно, здесь большая часть информации будет для всех близнецов, но будут нюансы для каждой декады. Вы можете смотреть этот гороскоп как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то близнецы первой декады – это все те, кто родились в мае. Близнецы второй декады, если вы родились с 1 по 10 июня. И близнецы третьей декады, если вы родились с 11 июня до знака зодиака Рак. Дорогие, если вы смотрите по асценденту, тогда делите 30 градусов знака Близнецы на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, то это вторая декада. И если ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада близнецов по асценденту. Ну что, дорогие, готовы? У нас уже буквально сегодня включился на небе ретроградный Меркурий. Ваш единственный управитель Меркурий в этот раз будет идти по знаку рыбы. Все, что находится в рыбах для близнецов, это совершенно другие эмоции с ноткой напряжения. Я все-таки не буду вам говорить, что какой-то сложный период этого ретроградного Меркурия. Нет, разве что эмоционально сложный, да, потому что рыбы – это знак, который наполнен эмоциями. Для близнецов это такая история, когда близнецы очень любят делать вот не настолько, чтобы вот эмоции были разные, да, поэтому здесь, конечно, четко понимайте, почему вы это думаете, чувствуете, различаете иллюзии и реальность, и тогда будет складываться хорошо. На кого будет влиять, на какую декаду ретроградный Меркурий? На всех, дорогие, потому что это ваш управитель. Какие вопросы мы будем в этот период решать? С 26 февраля по 20 марта мы с вами будем решать вопросы финансов. На период ухода в ретроградное движение Меркурий будет в соединении с Венерой. Это про финансы, про комфорт, про лучшую жизнь, которую вы хотите, планировали, столько вот ее так строили, хотели, но как-то оно не получалось, да, захочется кому-то поменять внешний вид, свой облик, красоту, образ. Не могу сказать, что это какая-то плохая история, тоже сложится хорошо, потому что даже на момент ухода в ретроградное движение и даже дальше Меркурий будет в прекрасном аспекте с Юпитером. Это гармоничный аспект, который будет говорить о том, что если вы на этот месяц до 20 марта точно, дорогие близнецы, будете себе строить планы в масштаб, в расширение, в активность, в свой социальный рост. У каждого он может быть по-разному. У кого-то эта история связана с работой, с принятием новой должности, новой ответственности, да, у кого-то это семейная личная жизнь, любовные отношения, кому-то захочется приобрести недвижимость для своей семьи, кому-то захочется обзавестись ребеночком и вообще, в принципе, семьей. У каждого будет по-разному, но история того, что масштаб в вашей жизни должен случиться. 100% кто-то из вас сейчас понимает, что хочется как-то вот не просто семью и работу, хочется чего-то такого. Возможно, переехать в благоприятный район города. Возможно, там для работы вам не хватает каких-то компетенций. То есть хочется какое-то обучение. Командировки, поездки, перемещения, все это будет очень хорошо складываться и пойдет во второй части месяца даже ярче и сильнее, еще и с разворотом Юпитера. Эта история наконец-то начнет сдвигаться, дорогие близнецы. Поэтому здесь могу сказать, что месяц больших горизонтов, но как каждый спланирует это, потому что будут и моменты, в которых захочется прямо-таки себе нарисовать какие-то красивые моменты, ситуации, которые лучше, чем есть на самом деле.
не уходите в иллюзии. Рыбы все-таки знак зодиака, который, когда нам хочется очень верить, такая сладкая ложь очень ложится и западает в душу. Поэтому разделяйте все эти эмоции, потому что финал 20 марта, он может быть сложнее, потому что там Меркурий оканчивает свое ретроградное движение в соединении с Марсом и с северным кармическим узлом. Поэтому здесь, как говорится, все, что мы делали на вот этот месяц, может быть и не таким радужным, а вызывать у нас, например, агрессию. Вот такая история связана с ретроградным Меркурием. Хорошая история для того, чтобы продавать то, что давно не продавалось, начать оформлять документы, которые ранее не оформлялись, какие-то визы, перемещения, поездки, вписываться в командировки, приобретать недвижимость. Особенно это касается близнецов первой декады, потому что уже Нептун и Сатурн перешел в Овна. Это гармоничный аспект близнецам первой декады. Здесь, конечно же, движемся вперед, реализуем все, что хочется. Плюсом еще и Плутон из первой декады Водолеев говорит мощи, силы, и все только вперед, ни в коем случае не сидеть. Конечно же, у близнецов первой декады на этот месяц будет множество страхов, потому что завершает свое движение еще и Лилит по первой декаде Стрельца, и 20 марта она тоже перейдет во вторую декаду. И там с 20 марта, дорогие близнецы второй декады, будьте аккуратны, потому что все те возможности, про которые я говорю с Юпитером, с расширением, вот в конце месяца вас начнут одолевать вот эти страхи, волнения, достоин, недостоин, могу, не могу, и постоянно будете в себе сомневаться. Не сомневайтесь, страхи для того и созданы, для того, чтобы мы посидели и никуда не торопились. Но их нужно перебарывать, нужно с ними работать и двигаться вперед. Поэтому здесь, дорогие близнецы второй декады, по поводу страхов, постарайтесь все сделать в начале месяца. До 20 числа точно будет идти все легче, чем в конце. Что касательно основных таких мощных периодов у нас, ну, про близнецов третьей декады не сказала, что я вас, дорогие, поздравляю с завершением прохода и Сатурна, Нептуна по третьей декаде Рыб, поэтому у вас тут небольшой образовался такой отпуск, отдых, полегче ситуация. Не могу сказать, что вот нужно в таком состоянии очень долго находиться, но по крайней мере, каких-то сложных моментов я на этот март вам не скажу. Хотя сейчас я буду каждое событие, которое в начале видео перечислила, чему оно будет способствовать, как раскрывать, какие события будут перед вами складываться, да. Но тем не менее у близнецов третьей декады закончилась эта тряска, поэтому если у вас остались какие-то нерешенные финансовые вопросы, долговые обязательства, либо там моменты расставаний и решения всех, урегулирования этих конфликтов, быстрее все это решайте для того, чтобы выдохнуть, расслабиться и пойти дальше. Почему? Ну, потому что вы этого просто достойны. Вот такая история. Март. 3 марта у нас с вами завершается коридор затмений. Эмоциональный период, длящийся с 17 февраля. Напишите, как у вас, кстати, проходит коридор затмений, как он у вас завершается. Наверное, уже многие убедились, что по большей части это эмоциональный период. И по классике всегда стягиваются вот такие события, которые вот нужно решать. Кто-то нагнетает, срочно что-то делать, переживать, волноваться. Если постараться выдохнуть, написать, спланировать свое время, свои силы и все, чем вы собираетесь заниматься, получается очень даже корректно вот с этим совсем справиться. 3 марта у нас завершается коридор затмений. Это полнолуние в Деве, либо же лунное затмение. Четкое, не могу сказать, что настолько понятное для близнецов, очень сильно почувствуют близнецы второй декады. Второй декады отдаленно близнецы первой декады. У близнецов третьей декады истории могут быть любовные. Вот я только что буквально говорила, потому что Венера там как раз-таки на момент полнолуния, Венера, ретроградный Меркурий в третьей декаде Рыб, значит, третья декада близнецов, как раз-таки моменты недоговоренности. И решайте это все поскорее, для того, чтобы пойти в будущее, потому что и Венера, и Меркурий ретроградный в гармоничном аспекте с Ураном, вносите нечто новое в свою жизнь. Если в отношениях возникли какие-то вопросики, переживания, страсти, и вы понимаете, что уже нет былых чувств, самое простое, легкое, конечно же, выйти из этих отношений. Но опять же, войдя в новые отношения, через какой-то период времени все эти же вопросы снова появятся.
Почему? Потому что, находясь в определенных отношениях, глубина всегда, когда вот нам уже на определенном уровне неинтересно, да, мы уже наигрались, нам хочется какой-то глубины, каких-то откровенных вопросов, других целей, мечтаний, совместных планов, да, и уже тогда начинаются все те же самые волнения. Поэтому решайте уже в этих отношениях, договаривайтесь. С финансами такая же история, в любовных отношениях уже рассказала, с деньгами. Постарайтесь взять какую-то новую подработку. Не скажу я вам, что нужно уходить, увольняться с той работы, которая приносит вам деньги, но возьмите нечто новое, подработку для того, чтобы было в вашей жизни еще какой-то приход денег, он у вас будет складываться очень даже хорошо. Вот, если это осознание придет к вам в начале марта, плюс-минус несколько дней у полнолуния, это же очень хорошо. Я думаю, что деньги никогда лишними не бывают, да, особенно близнецам есть на что их потратить, да. Вот. Близнецы первой и второй декады очень сильно почувствуют как раз-таки вот это полнолуние, это какой-то такой толчок, кто я, куда я иду, зачем я иду, для чего я живу, что я хочу, какой масштаб, какой размах. У близнецов первой декады здесь еще и Сатурн с Нептуном дают такой классный секстиль. Это аспект на приобретение недвижимости, хочется больше отношений, глубины. То есть отношения хочется, чтобы были такие классные. Нептун в гармоничном аспекте дает нам всегда события приятные, эмоциональные в семье, в любовных отношениях. То есть это либо свадьба, брак. И Сатурн рядышком идет, то есть это может быть официальная регистрация брака, либо там желание обзавестись ребеночком, либо приобретение недвижимости для своей семьи, для себя. Очень хорошая тенденция у близнецов первой декады, поэтому здесь, дорогие, конечно же, если 3 марта к вам такая мысль в голову придет, и вы к этому в принципе давно шли, делайте, внедряйте, вам это нужно делать. А Нептун точно так же про иммиграцию, про то пожить где-то в другом месте, добавить немножко легкости в себе, в жизнь, отдыха, особенно если вы чувствуете, что вы замотались, потому что близнецы, которые находятся на стыке рождения рядом с тельцами, они прямо такие уставшие близнецы, понимаете, потому что от тельца очень множество вот этой земной энергии, а близнецам иногда заземляться хорошо, на взрослом, о стабильном думать, это хорошо. А вот для вот такой легкости, для движения, для воздуха, для быстрого принятия решений немножечко сложновато. Поэтому здесь у каждого свое, вы решаете, что вы можете сделать, благоприятные события для этого всего. Хорошо заняться стабильными вопросами, устроиться на работу, заняться здоровьем, зубами. Очень хорошая история. Позвоночник, мануальный терапевт, отдых, заняться своим телом, здоровьем. Хорошая история. Деньгами в том числе близнецы первой декады. Близнецы второй декады у вас это полнолуние включит в вас такой март с таким ростом юпитерианским, хочется больше. Цели кажутся, что уже маленькие, неинтересные, и хочется вот прям такое большое, мощное развитие вперед. Я уже про Юпитер говорила, о чем здесь, да, социальная планета, улучшение качества своей жизни, работы, навыки, компетенции, поездки, путешествия, командировки. Повторяться уже не буду, поэтому здесь дерзайте. Страхи будут немножечко тормозить? Ну да, будут немножечко. А кого они не останавливают? Близнецы третьей декады у вас, дорогие, хочу сказать, что вот такой рост, коммуникация, движение, вам нужно завершать прошлое, уже говорила, начинать новое. И чем быстрее вы переключитесь в новое, тем будет интереснее. И если сейчас вам захочется как-то немножечко отдохнуть, то у вас после периода ретроградного Меркурия, а это уже в апреле, будет опять же период, когда захочется, вот можно немножечко себе там дать отдыха, и в апреле вы включитесь на максимум движения вперед, рост такое продуктивное начало апреля, май туда же. Идем дальше. Следующее событие у нас вообще на небе очень классное. Вот такая аспекты собираются. У нас еще и Венера с 1 марта по 11 складывается в соединении с
Нептуном и Сатурном. О чем это? И движется из Рыб в Овна. Все, что находится в Овне, автоматически благоприятно влияет на знак Близнецы, поэтому здесь история связана с хорошими покупками, такими дорогостоящими покупками, но не импульсивными, они должны быть продуманными, потому что там Сатурн. Опять же, Венера в соединении с Нептуном и Сатурном – это когда наши цели, желания и мечты мы приземляем и начинаем реализовывать, составляем план и делаем. То есть здесь хорошая работа, какие-то проекты, плюсом еще вот это все добро в абсолютно гармоничном аспекте с Ураном и с Плутоном. Заработок денег, хороших сумм. Поэтому здесь постарайтесь что-то себе новое найти. Это я могу сказать, близнецы первой декады, вот сейчас начинайте вот такую большую мощную историю. 11 марта у нас разворачивается Юпитер. Кто это почувствует? Близнецы второй декады однозначно. Помните, я говорила, что во второй половине месяца будет такое мощное включение. Как раз-таки вот все вопросы, связанные с Юпитером, они были на паузе. Такое ощущение, либо шли очень медленно, да, визы, поездки, путешествия, командировки, расширение своего масштаба, про глобальность, да, своей деятельности, либо жизни. И вот здесь как раз-таки с 11 марта включится такое ускорение вперед у близнецов второй декады, поэтому, дорогие мои, действуйте. Близнецы третьей декады, что я могу сказать вам? У вас очень хорошая история включения своего «я», что же вы хотите делать в будущем. Для чего вы живете, что дальше, у вас закончился вот такой кризисный момент, который длился и штормило прилично долго. Сейчас включается такой момент, что вы будете делать дальше. Разбирайтесь в себе, разбирайтесь в своем масштабе, посмотрите на свое прошлое, будущее, на свои силы, на свои перспективы и начинайте включаться. Почему? Почему? У нас дальше на небе как раз-таки с 12 по 24 марта у нас Венера в квадратуре, то есть она откатывается от приземленного Сатурна с Нептуном, и она становится в квадратуру с Юпитером. Эта история уже не так приятно ложится на покупки. Это история внутреннего недовольства по большей части. И здесь вопрос в том, чего же вам хочется. Здесь еще в таком кармическом аспекте будет находиться Меркурий вот с этой Венерой, да, и здесь Юпитер тоже участвует, причем будет недовольство финансами, своей жизнью, своим комфортом. И это должно быть не стимулом, дорогие близнецы, вот я сейчас вам это всем говорю, не стимулом портить свою репутацию, не стимулом ругаться со всеми. Это должно быть внутренним таким толчком, что-то сделать со своей жизнью, заработать больше, как-то изменить свою жизнь, повернуть ее в позитивном ключе. И вот эта история у вас как раз-таки включается с 12 по 24 марта. Вот она будет вот так вот очень мощно работать. Плюсом у нас еще промежуточный период. 19 марта новолуние в Рыбах. Новолуние в Рыбах у нас Солнце в соединении с Луной, в соединении с Нептуном, в соединении с Сатурном. На кого будет очень хорошо эта история ложиться? Да, собственно, могу сказать, что в этот день еще и Меркурий, он еще ретрограден в соединении с северным кармическим узлом и с Марсом. Помните, я говорила, что если вот этот месяц провести вот так вот бесцельно, не включаясь в свою жизнь, не делая работу над ошибками над своей жизнью, да, то вот как раз-таки к 20 числу мы почувствуем вот это вот несоответствие, недовольство, когда нам не нравится. Следом после 19 у нас 20 весеннее равноденствие, астрономический Новый год, мощный такой день. Кто почувствует? Да все близнецы почувствуют, потому что Меркурий уже не ретроградный, он вот прям на кармических узлах в аспектах. О чем эта история? Эта история. Поворотная точка будет для близнецов второй декады. Пришли ли вы туда, куда вы хотели или нет? Что ваша жизнь из себя представляет? Если нет, опять же, да, не спорим, не ругаемся, не находим виноватого, понимаем, что если у нас чего-то нет, виноваты мы. И это, знаете, такая, она неприятная, но правда, которая дает нам потом выстраивать четкое планирование, чего мы хотим. Почему это хорошо? Потому что на самом-то деле у нас и Солнце, и Луна в этот день соединены с Нептуном и с Сатурном, и новый лунный цикл в Рыбах – это такое расширение глобального масштаба.
еще работает вот эта история рыбы и овен. Рыбы более так мечтательно, овен это уже делать и приземляться, и четко идти к своему результату. Так вот, дорогие близнецы первой декады, у вас как раз-таки вот здесь 19-20 марта включится вот такая история, какого масштаба я хочу, насколько важны мои цели, насколько я готов в это вкладываться. И на таких эмоциях закончится вообще весь март. И дальше уже будет апрель, конечно же, либо на других историях побольше, либо продолжение в том же самом ключе. Я не могу сказать, что он какой-то плохой. Нет, здесь идет прекрасный Сатурн, здесь идет Нептун, здесь идет Плутон, которые говорят вам, давайте скорее. Но все-таки кармические узлы после этого коридора на затмении, они уже пойдут быстрее по первой декаде рыб. А это напряженные кармические вопросики, которые будут всплывать у вас для того, чтобы вы все-таки пришли к своему истинному «я». Понимаете? Поэтому здесь не малодушничайте, максимально честно отвечайте себе на вопросы. Второй декады близнецы у вас что? Делать и действия, потому что 19-20 марта Марс будет находиться во второй декаде. Напряженная позиция для Солнца близнецов второй декады, но прекрасный аспект Марса, Меркурия с Юпитером, понимаете? А это расширение масштаба. Поэтому внутреннее чувство недовольства, желание иметь больше денег, желание иметь те отношения, которые вы хотите, ту жизнь, которую вы хотите, и комфорт, должно вас двигать вперед в расширение, в масштаб, в работу, в желание построить свою собственную карьеру. Вот так, если коротко. Поэтому стройте свою карьеру, и у вас здесь все будет очень хорошо. У вас на это март, забегая вперед, еще и апрель. Близнецы второй декады. Близнецы третьей декады. В чем история заключается у вас? Момент отдыха, легкости. Но у вас тут к концу марта складывается как раз-таки история этой Венеры с Юпитером. Не ругайтесь в отношениях. Захочется. Кто-то может даже доругаться до юридических ссор, формальностей, судов. Потому что Венера в квадратуре с Юпитером, а это дела, когда мы вот настолько решили поругаться. Это обязательно там суд, это выяснение отношений, это испорченная репутация, мнение, такое неприятное послевкусие. Поэтому, если у вас вопросы будут возникать в работе, постарайтесь максимально дипломатично их решать. Если касательно личной жизни, постарайтесь этот аспект пересидеть, я бы так сказала, и потом будет другой момент для все-таки решения тех самых вопросов, или они будут просто не актуальны, потому что буквально Венера распадется с Юпитером уже 24 марта. Вообще очень хорошая история для близнецов третьей декады. Это как раз-таки гуляние, свидание, романтика и понимать. То есть снимать какие-то розовые очки, если вы строите отношения, вот эту иллюзорность убирайте, включайте приземленность, и тогда у вас все будет хорошо. Дорогие мои близнецы, вот такой гороскоп. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. И я желаю вам потрясающего месяца. Ну и, как говорится, в новый астрономический год нужно включать новые большие яркие планы, поэтому честно себе скажите, какую жизнь вы хотите жить, какие планы вы хотите реализовывать, может, какие-то уже не актуальны. Это неплохо, это нормально для того, чтобы понять, чего вы на самом-то деле хотите. Близнецы первой декады, история такая большая, мощная, стабильная. Близнецы второй декады, это история вашего масштаба личности. Близнецы третьей декады, насколько вам долго нужен отдых, пересмотреть свою жизнь для того, чтобы включиться заново в эту большую игру. Ребят, спасибо большое, что досмотрели этот гороскоп. Я желаю вам всего доброго и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.